Добрый день, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Перед нами инвертор от Data-Boss модель TYPSW4000, о котором я уже ранее снимал видеообзор. Можете посмотреть на моем канале. В этом же видео наша миссия аккуратно его разобрать и посмотреть, как он устроен изнутри, насколько качественно он собран, ну и посмотрим, там возможно какие-то всплывут дополнительные нюансы. Также добавлю, что этот инвертор я уже несколько раз использовал, поэтому разобрать его и посмотреть, что с ним произошло, будет вдвойне интереснее. Но перед тем, как мы продолжим, как всегда, моя просьба к вам подписаться на канал и поставить лайк этому видео, если вы не сделали этого ранее. Ну что ж, продолжим. Перед тем, как разбирать данный инвертор, нам нужно отключить силовой кабель. Вот он здесь присоединяется. Давайте аккуратно это сделаем. Выполняется это довольно легко и быстро. Инженеры Data-Boss этот момент продумали. Вот откручиваем, снимаем. Так. Кабель в сторону. Закрутили еще один кабель. Откручиваем, снимаем защитный колпачок. Откручиваем гайку. Снимаем шайбы, кабель. Все в сторону. Закручиваем. Так, есть, ничего не болтается. Пока отложим в сторону колпачки, не будем их одевать. Возможно, они как-то будут нам мешать в дальнейшей разборке. Так, давайте теперь посмотрим с разных сторон. Значит, здесь у нас как бы морда, розетки. Они у нас вместе с экраном как-то интегрированы. Есть разъемы Type-C и USB. Решетка для вентиляции. Простите, убежала камера. Так, смотрим. Ну, судя по соединениям, вот то, что видно визуально, у нас есть верхняя крышка, которая одевается на нижний корпус. Нижний корпус шасси, да, она у нас металлическая, и вот видны болты. Ну, давайте раскрутим эти болты. Ну, или винты, да. Так, раз. Раскручивается, в принципе, легко. Так, они у нас одинакового размера. Чик. Давайте. Так. Да, пожалуй, самая скучная часть видео, но без этого никак. И стараюсь откручивать как можно быстрее. Так, и последний. Так, как же нам снять крышку? Здесь у нас сбоку вентилятор, но мешает ли он или нет? Давайте так. Да. Раз. И, как я и предполагал, видите, это у нас верхняя крышка. Она из прочного пластика. Какой-то был звук. Нет. Ничего страшного не случилось. Ну да, в общем, прочный пластик. Видны у нас, да, места крепления винтов. Видно у нас пластиковые штыри, и в них впаяны медные металлические, ну, стержни с резьбой, да, тут. Вот, ну, в принципе,
их надежности хватает для того, чтобы крепко держать эту крышку, прижимать к корпусу, поэтому тут никаких проблем не вижу. А также у нас видны, видите, дополнительные места, чтобы крышка плотно, прочно входила, крепилась с металлическим корпусом, чтобы ничего не люфтило и не дребезжало. Это тоже, в принципе, хорошо. Видим, у нас здесь пластиковые дополнительные стенки. Хотя давайте попробуем еще доразобрать. Я вижу, у нас еще есть дополнительные здесь винты. Давайте их снимем. Так, пока в сторону. Открутим, посмотрим, за что они отвечают за крепление какое. Так, раз, два, три, четыре. Так. Что бы это означало? Ага, вот. То есть мы снимаем вот эти боковые вставки. Они выполнены, да, как вставки съемные. Ну, не знаю. В принципе, мне кажется, это довольно интересное решение. И выглядит, в общем-то, круто. Возможно, есть какие-то сменные панели с другой перфорацией. Не знаю. Ну, в общем, это интересно. Даже, в принципе, если вдруг вам покажется, что здесь плохое охлаждение, то можно снять верхнюю крышку и эти боковые вставки просто снять, и тогда будет лучше вентиляция, будет больше объем воздуха проходить по самому устройству. Вот. В общем, интересненько. Так, в принципе, с этим у нас все. У нас, значит, здесь у нас наклеечка, и видно, что здесь есть окно. И, видимо, есть модели, возможно, более дорогие, чем это, где здесь будет установлен экран с информацией. Вот в данной же модели это окно просто заклеено вставочкой. Так, и вернемся к нашему аппарату. Так, что мы видим? Ну, вот так он выглядит. В общем, тяжеленькое устройство. Пам-барам-бам-бам. С чего бы тут даже начать? Ну, смотрим, у нас экран выполнен отдельным модулем. Подключается шлейфом к основной плате. Да? Это можно снимать, менять. Далее у нас внизу плата, которая отвечает за порты USB и Type-C. Она у нас тоже съемная. Давайте так покажу. Вот она внизу. И подсоединена она тоже съемная шлейфом. Таким с двух проводов тоже к плате. Вот она. Раз, два. Далее у нас здесь выключатель. Так, видите, он вставлен в металлический корпус. Плюс дополнительно залит, зафиксирован клеем. Так, идет оно тоже у нас съемное, модульно идет сюда подключение. Далее наши силовые элементы, да, к которым подключается источник энергии, наши аккумуляторы, да, тут достигает нескольких сот ампер, может достигать, да, 12 вольт, либо 24. И соединение выглядит, ну вот вы видите сами, довольно, ну вообще достойно, мощные такие крепежные элементы, видите, раз, два, мощно толстая гайка, винт, причем сделан не просто на крестовину, а на специальную фигурную отвертку, шестигранник, да, раз, два, у нас черный идет к такому радиатору, красный идет впаян, здесь он прикручивается, а здесь он, видите, впаян в саму плату. Так, что у нас? У нас здесь трансформатор, да, тороидальный, кажется, так он называется.
Да. Далее у нас идут силовые элементы. Не знали, на видео будет видно ихнюю маркировку, потому что я ее сам отсюда не вижу. Не знаю, попробую сделать отдельные фотографии под увеличением и вставить в видео. Не знаю, ли у меня получится, но я попробую. Далее у нас здесь тоже два силовых элемента. Это у нас мосфеты, скорее всего, стоят. Диодные сборки, не знаю. Вот, выглядят тоже они довольно мощно. Далее, ну, видите сами, у нас под все эти элементы стоят серьезные алюминиевые радиаторы. Причем они как-то удивительно соединены, не знаю, ну, хотел сказать странно, но, по-моему, это выглядит, ну, как бы фабрично, прям инженерно продумано. То есть это не какая-то там инженерная, какую-то там придумали одноразово. Это были довольно серьезные вставочки, которые чик соединяют как бы крылья радиатора, пластик вклеенный. Возможно, они, не знаю, не дают шуметь устройству, там какие-то завихрения воздуха. Не знаю, ну вот так вот оно выполнено. Если вы знаете, для чего оно используется, можете в комментариях написать. Далее у нас в центре есть тоже этот трансформатор, да, какая-то катушка. Вот. Давайте с другой стороны. Так, здесь у нас два здоровых конденсатора. И сбоку я могу видеть, ну вы тоже можете посмотреть, это у нас кап, что-то там, капксон, кажется так. Это у нас 470 микрофарад. Вольты я, к сожалению, не вижу. Вижу только цифру 2. Да. Не могу сказать. Туда залезть. Закрыто радиатором. В общем, у нас видно тут раз, два силовых элемента. 3, 4, да, и все они 4 на отдельных радиаторах. Также у нас еще раз, два, здесь есть радиатор. Ну и вот здесь у нас тоже дополнительные элементы. Не знаю, ну не видно маркировка, опять-таки попробую сделать фотографии, увеличить. Тоже у нас есть конденсатор. Так, у нас модель платы, да, читаем 12 вольт, 24 вольта, 2000 ватт, я так понимаю, серия платы у нас GRDQ3 и дата производства платы 24 год, 1 августа. Так, далее у нас вот здесь узнаю, если я не ошибаюсь, по маркировке, это у нас предохранители. Раз, два, три, четыре, пять предохранителей, что говорит о том, что устройство, в принципе, должно быть хорошо защищено от различных воздействий, как недокументированных человека, так и каких-нибудь аварийных. И если будет что-то гореть, то, скорее всего, первыми выгорят вот эти предохранители. А лучше заменить предохранители, чем какие-нибудь управляющие элементы, микросхемы. Это как бы понятно и логично. Далее здесь у нас, я вижу, есть небольшая пищалка бузер, вот, который нам может подавать сигналы. Тоже удобно. Так, а это у нас подключение вентилятора. Вентилятор у нас, как мы видим, тоже достаточно массивный. Он как бы небольшой, но у него достаточно большая толщина. Это у нас, значит, sleeve burning, то есть подшипник скольжения, модель JX6025, 12 вольт, 25 ампер. Ну, в принципе, он довольно малошумный, да, я его когда использовал, в принципе, это устройство, оно по шуму
идеально. То есть оно практически редко, даже в принципе во время работы редко включается вентилятор, там при небольшой нагрузке, да, но если включается, это раз, не знаю, наверное, в 20 минут, и при нагрузке там где-то 200 ватт, что, ну, очень, очень классно, поэтому это устройство для дома идеально. У меня был другая модель инвертора, тоже, которым я снимал видео, то он на порядок шумнее, вот, и этот я оставлю себе, а тот планирую продавать. Так, что еще вам показать? Ну, давайте мои впечатления о качестве сборки поверхностного монтажа. Ну, как сами видите, да, все выглядит очень аккуратно, очень добротно. Поэтому тут никаких претензий к сборке у меня нет от слова вообще. Все элементы, видите, они такие, ну, массивные, все собрано, не жалели там на мелочах. Соответственно, вот все подключено. Очень классно. Ну, соответственно, это устройство, в принципе, относительно других инверторов, оно таким довольно дорогое. Это нужно тоже учитывать. Поэтому можно взять что-нибудь подешевле, а можно взять что-нибудь подороже, как это. Ну, как бы результат будете иметь, получать. Да, также у нас трансформатор. Видим надпись 1224 2000 ватт. Я так понимаю, что это обозначение нам указывает на то, что оно, ну, как бы, да, и понимает и 12-вольтовые батареи, и 24-вольтовые. 2000 ватт, скорее всего, это обозначение тут мы встречаем, здесь нам намекает на то, что это, наверное, расчетная нагрузка, с которой максимально может работать данный инвертор. Что, в принципе, совпадает с тем, что указано в паспорте. То есть 12 вольт здесь максимально 1200 ватт, а 24 вольта это максимум 2000 ватт, при этом что пиковый у нас может быть 2000 ватт, соответственно, и 4000 ватт. Так, пампером, ну, еще раз покручу. Видите, плата установлена на таких стойках, скорее всего, не пластиковые. Вот, видно, там дополнительные подпорочки стоят внутри для платы, чтобы она не прогибалась, видимо. Ну и на всякий случай, да. Так, ну давайте еще ради интереса попробую открутить плату и посмотреть, какая она с другой обратной стороны, если у меня это, конечно, получится, потому что давайте я оценю. Раз, два. Ну, давайте попробуем. Не уверен, но попробуем. Так. Один из винтов у нас отказывается откручиваться. Пробуем подобрать другую насадку. Допустим, это нет. Так, это прокручивается. Может быть, что-нибудь из этого. Тоже не подходит. Да, нашел. Пробуем. Меняем насадки для того, чтобы не сорвать это отверстие, да, под которым мы цепляем для раскручивания. Да, все, пошло. Так, отложим его отдельно.
Еще что я заметил, хотелось бы отметить, что здесь реализовано заземление или зануление, точно не знаю. Сами напишите в комментариях. Так, это у нас угловые. Так, а вот тут, хотя нет, можно выкрутить. Так, один у нас непокорный. Раз, вытащим. Так, плата откручена. Попробуем ее аккуратно приподнять, но что-то все равно мешает. Смотрим, не пропустил ли я чего-то где-то. Ну, выглядит так, что откручено все. А, нет, не все, точно. Один пропустил. Так, это в сторону. Так, сюда положим. Так, теперь точно открутил. Пробуем, пробуем, пробуем. Много проводов. Много всего. Откручивать, честно говоря, не очень хочется, чтобы потом не делать лишней работы. Давайте сделаем так. И вот так наша плата выглядит с обратной стороны. Бам-бам. Ну что, ну в принципе нормально выглядит, да. В общем, ничего сказать не могу. Видно крепление наших радиаторов. Пластиковые ножки. Вот дополнительные. Тоже, ну, никаких особых. Ну, видно, да, здесь залито, но я думаю, что это сделано специально, вот как силовые элементы, да, чтобы можно было, устройство проводило большие токи, напряжения, да. В принципе, все нормально, запаяно, никаких особых соплей я не замечаю, учитывая, что это, ну, все-таки инвертор, а не там мобильный телефон или ноутбук. Так, вентилятор. Что ж, вот как-то так-то. Чик, ставим обратно. Так, упс, простите. Задел аппарат для съемки. Так, что у нас еще? Ну, бам-бам. Розетки у нас, в принципе, они тоже у нас разборные. Да, можно, видно здесь защелочки. Мы их, если нажать, то можно их повынимать, заменить, вот если вдруг поломается. В этом плане все хорошо. Ну, в принципе, что ж. Как бы устройство я вам показал, больше особо показывать нечего. Я попытаюсь сделать, как я обещал, фотографии там разных элементов. Возможно, это кому-то пригодится. Я вставлю эти фотографии в видео. Вот, ну, на этом, пожалуй, все. Обратную сборку, процесс я показывать не буду. Там, соответственно, ничего интересного. Вот, ну и снова вас прошу, если видео было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А на этом все. Всего хорошего. До свидания.